Мы подошли к интересному разделу анимации, а именно чистка Motion Capture данных. Насколько вы уже знаете, Motion Capture — это система захвата движения с живого актера. То есть на актера навешиваются оптические или электронные маркеры. И благодаря этому оцифровывается движение. Маркеры переносятся в компьютер. Компьютер их воспринимает как тело человека и преобразует в движение скелета. Вот сейчас чисткой именно этого скелета и чисткой этой анимации мы и займемся. Значит, давайте отобразим здесь Show All, чтобы все было видно. И включим Outliner. Первым делом нам нужно все вот это вот дело удалить. Ну, то есть мы это уже сделали, нам это уже не нужно. Давайте вначале отсоединим констрейны. То есть, насколько мы помним, у нас за рукой летает молот и летает другая рука. Соответственно, давайте удалим молот. Давайте удалим этот куб. Удалил. И теперь удалим с правой руки constraint. Вот так. Все. Теперь, если левой рукой двигать, то правая не двигается. И теперь мы можем выделить все кривые и удалить все ключи. То есть, как я уже показывал, зажимаем Shift, тянем, второй кнопкой мыши, Delete. Все, теперь вот для чего мы делаем ротейты обнуленные. Чтобы здесь можно было поставить нолик, и персонаж стал в нашу А-позу в данном случае. Все, теперь отобразим джойнты. Теперь персонаж готов к тому, чтобы на него перекидывалась анимация с Motion Capture. Значит, я приготовил Motion Capture файл. Вот он. Давайте сразу его сюда закинем. И он очень огромный. Ну, первым делом я выделю его весь. Сделаю Select Hierarchy. И сделаю размер костей, то есть джойнтов, единица. Ну, чтобы они не были такими толстыми. Вот. Почему он такой огромный? Ну, на самом деле он не огромный. Он имеет нормальную высоту под человеческий рост. Если мы перейдем в ортогональную проекцию и померяем его с помощью Create, Measure Tool, Distance Tool, вот, допустим, возьмем, померяем. Его высота вот 1,75 м, 175 сантиметров. То есть на самом деле это наш персонаж маленький. Так, удалю сейчас Dimension Tool. Это наш персонаж маленький, потому что мы не учитывали его рост, размер. Сейчас у нас именно процесс обучения, поэтому он даже у нас смотрит не по оси Z, а в другом направлении, потому что мы сейчас просто учимся. Но это, в принципе, тоже полезно уметь. Давайте подгоним этот скелет под нашего персонажа. Значит, выделим его. И что мы первым делом видим? То есть я выделил хип-кость тазовую. Видим вот такую красную полосу. На самом деле это не полоса, это огромное количество ключей. Вот если я, допустим, проиграю, вот это все огромное количество ключей превратилось в одну красную полосу. И видите, он начинается не с нулевого кадра, а с какого-то там 390 какого-то. То есть такое тоже может быть, это нормально. Окей, давайте теперь займемся его уменьшением и подгоном. То есть нам, значит, как вообще передается анимация с одного скелета, с макап скелета, то есть это у нас один скелет, на скелет наш, который у персонажа. А передается таким образом. Берется вот наш скелет, наш риг, ставится в А-позу, и скелет, он называется source, то есть откуда мы будем брать информацию, откуда мы будем брать макап, он тоже становится сюда в А-позу. То есть, можно сказать, нужно постараться сделать максимально похожими позы. И потом каждая кость констрейнится к нашим контролам. Давайте сейчас наглядно это сделаю, посмотрите. Значит, перво-наперво, чтобы его уменьшить до нужных размеров, конечно же, мы можем применять scale. Но, как я уже говорил, скейлить кости нежелательно. То есть потом в движке из-за этого могут возникнуть проблемы. Поэтому, чтобы не приучаться к неправильным действиям,
даже для source скелета, а этот скелет мы потом удалим, то есть мы когда с него перебросим анимацию на наш риг, мы этот скелет удалим. Ну, чтобы привыкать к правильным действиям, давайте добавим его в группу. То есть мы это будем делать через группу. Давайте сдвинем pivot группы ему под ноги. И только теперь именно группой начинаем двигать скелет и уменьшать в размере. Ну, чтобы добиться такого же размера, как и у нашего персонажа. Заметьте, сейчас скелет стоит в какой-то своей обычной позе. Нам нужно это дело поправить. Выделяем, делаем Select иерархию и обнуляем только ротейты. Просто если мы обнулим транслейты, у нас джойнты прыгнут все в одну точку, потому что у каждого джойнта есть расстояние от другого джойнта. Поэтому обнуляем все ротейты. Вот, обнулили. И у нас получилась вот такая вот вещь, когда скелет лежит горизонтально. Почему это произошло? А потому что у тазовой кости у нас здесь есть joint orient минус 90 градусов. То есть, соответственно, у него просто идет поворот. На самом деле, конечно же, можно здесь вбить 0, но я не советую, потому что сейчас в данном случае уже есть ключи. И если мы здесь будем вбивать значение 0, то дальше у нас могут возникнуть вот какие-то вот такие искажения, глюки. Поэтому мы не будем здесь ничего трогать, мы будем все делать группой. Да, я понимаю, что это сейчас будет не очень удобно, но переместим пивот в таз. Вот, вот сюда. Вот так вот. То есть я зажимаю D и привязка по вертексам в таз. И только теперь крутим саму группу. Значит, здесь у нас 90. И еще один момент. Видите, скелет смотрит лицом сюда, а персонаж у нас сюда. Это та ошибка, которую мы допустили в самом начале. Мы работаем с нашим персонажем, который смотрит не туда, куда вообще принято смотреть всем персонажам. Он смотрит по отрицательной оси Z. Поэтому давайте вот по этой оси развернем на 180 градусов. Вот. Значит, у нас в данный момент вот получается такая вот ситуация, что наш скелет стоит в T-позе, а персонаж, на которого мы хотим перекинуть, то есть это у нас source скелет, а это, по сути, таргет, целевой скелет. И, конечно же, нам тоже нужно исправить эту ситуацию. Сейчас я выровняю еще лучше, чтобы вот примерно вот так было, чтобы таз и ключицы совпадали хотя бы приблизительно. Значит, какая самое главное правило при перекидывании макапа? Перед тем, как начать перебрасывать, то есть констрейнить оба скелета, нам нужно их выровнять друг относительно друга. И тут как раз вот выходит проблема, что у нашего персонажа ноги немножко не перпендикулярны полу. А вот как раз у скелета source макапного как раз перпендикулярны. Это то, о чем я говорил. Поэтому мы делаем, чтобы обе кости, то есть именно не ноги, а кости, давайте отключим полигоны, чтобы они были параллельны. Значит, здесь у нас пяточка. Пяточка у нас вот это. Это промежуточная кость. У нас здесь тоже проблема. Нужно делать вот так. То же самое делаем с джойнтом левой ноги. Следим за тем, чтобы обе кости были параллельны. Сейчас я хочу отобразить. Ага. И поворачиваем точно так же здесь. Так. Ну и не забываем сбоку то же самое смотреть. То есть мы спереди смотрим, чтобы было все параллельно. И, конечно же, сбоку. Вот. Желательно прям, ну, конечно же, не обязательно прям идеала добиваться. Идеала не добьешься, но желательно делать так, чтобы было похоже. И еще, смотрите, мы можем видеть, что, например, кость пятки
у нашего персонажа, которого мы делали здесь, а у Макап здесь. Это ничего страшного. Потом в будущем вы поймете, что самое главное, это чтобы все кости были параллельны друг другу. А остальное уже не так важно. Это по той простой причине, что constraint так работает. Сейчас вы это увидите. Значит, вот, если вам интересно, ключи у нашего персонажа, ключицы выглядят вот так. А у source скелета, видите, ключицы один в другом. Тоже делаем их параллельно. Почему они так крутятся? Потому что у них ориентация так сделана. То есть, когда мы здесь крутим, у них в отрицательное значение идет. А когда сюда крутим, тоже идет в отрицательное. Поэтому так можно одновременно из ориентации такой одновременно можно крутить. Можно еще немножко опустить вниз. Но здесь уже, видите, нет. Здесь просто ориентация такая, что не получится так сделать. Вот. И давайте теперь сделаем не T-позу, а A-позу. Смотрим, чтобы локти тоже приблизительно совпадали. Ну, имеется в виду по углам вращения. То есть я немножко прокручиваю плечевую кость. Ну и, конечно же, все это мы делаем в локальных осях, чтобы крутилось по какой-то одной из оси. Ну, так желательно. И вам так удобнее будет. Вот так. Опять чуть подправим локоть. Вот. То есть не обязательно, чтобы локти прям были в одной точке. Потому что мы будем использовать Orient Constraint, а Orient Constraint передает значение вращения от пивота каждого объекта. То есть если мы будем вращать здесь локоть, этот локоть будет тоже вращаться. Ну, это как пример. Так, и ладошки. На пальцах у нас здесь ключей нет, поэтому пальцы мы сегодня делать не будем. И здесь немножко наклоним. Вот. Теперь еще осталось проверить шею и голову. Ну, там вроде можно и так оставить на самом деле. Еще прошу обратить внимание, в скелете Source у него 4 кости в позвоночнике. 1, 2, 3, 4. А у нашего скелета всего лишь 3. 1, 2, 3. Точно так же в шейном отделе. У него здесь 1, 2 и дальше голова. То есть вот эта кость уже не участвует, в ней ключей нет. А у нас только 1 и все, сразу голова. Значит, в будущем я покажу, как правильно подключать подобные системы, когда количество костей различные. Но сейчас мы просто, чтобы не забивать голову лишней информацией, мы просто подключим какую-то или эту кость, или эту. Какую больше понравится. На движение сильно это не повлияет. Так, все, мы выставили персонажа. Вот. И теперь давайте займемся тем, чтобы приконстрейнить это все к нашему скелету. Начинаем мы смотрите, с чего. Закроем Outliner. Заходим в меню Constraint. И, значит, так как у нас вот этот вот контроллер таза, он двигает вот так всем телом, то, конечно же, мы возьмем от таза сорсового скелета, выделим наш контроллер таза и сделаем parent. Теперь у нас source скелет управляет тазом. Давайте пойдем вверх. Вторая кость, spine. Здесь достаточно только orient. Ну, нам же только вращение нужно. Значит, выделим эту кость и нажмем orient. То есть я выделил кость, выделил контроллер. Все, теперь если я кручу эту кость, видите, крутится одновременно и контроллер. Дальше у нас идет то, что у нас сразу 2 набора костей. Но я предлагаю взять вот эту вторую. То есть, по сути, это у нас участвовать не будет. Но ее тоже можно подключить. Просто не будем сейчас вдаваться в подробности. Значит, 1, 2, orient.
Тоже здесь это грудной отдел. Раз, два, ориент. Дальше пошел шейный отдел. Раз. Ну, потом вот у нас есть еще кость 2. Давайте, она ближе чуть, может будет получше работать. Давайте ее, эту мы пропустим, а выделим вот эту. Ориент. И кость головы. На самом деле, вот это просто конечная кость. Head-end. Кость головы вот эта. Здесь ключи. Тоже ориент. То есть теперь, где тут что будет вращаться, у нас будет вращаться тоже голова. Сейчас мы, когда mesh отобразим, все будет видно. Ключицы. Кость ключицы. К кости, к контроллеру нашей ключицы. Тоже ориент. Ну, ключицы ж крутятся. Тоже ориент. Теперь давайте перейдем к руке. Смотрите, так как у нас здесь ИК, да? Конечно же, и использовать мы будем ИК. Мы не будем использовать локти напрямую. Смотрите, как это делается. Значит, вот у нас кость кисти, макап, да? И вот у нас контроллер нашего персонажа кисти. Поэтому мы берем сюда, кидаем Orient, у нас появляется вращение. Вот у нас вращается кисть. Но нам же нужно еще перемещение сделать, чтобы и перемещалось. Поэтому берем, еще раз выделяем и нажимаем уже Point. Point Constraint, как я уже говорил, это constraint, он, в отличие от Parent, позволяет двигать предмет чтобы каждый предмет двигался от своего пивота. То есть и при этом вращался тоже от своего пивота. То есть, по сути, вместо parent мы используем point и orient. Пожалуйста, откройте одни из первых уроков, посмотрите, как работает constraint. Так, вот здесь я немножко плохо сделал. Параллельно руку, чуть-чуть ее подправим. Ну, скорее вот здесь это видно. Вот так вот. Ничего страшного. Мы ее не успели законстрейнить. Вот если уже законстрейнили, тогда так делать нельзя. Дальше то же самое. Orient, Point. Как я говорил, на пальцах ничего нет, поэтому пальцы мы не используем. Давайте перейдем к ногам. Здесь то же самое, как и в руках. Смотрим, где у нас ключи. Здесь ключей нет, промежуточные. А вот здесь есть. Значит, тоже кидаем на стопу Orient, Point. Здесь тоже Orient, Point. И нужно toe, то есть пальцы. Просто Orient. И здесь тоже Orient. Ну, мы ж пальцы ж только вращаем. Вот так вот. Вот, мы практически все сделали. Остались полвектора. Ну, полвектора, они, в принципе, могут получить движение от бедренной кости. И можно кинуть просто parent. Вот так. И теперь выделить эту кость и кинуть parent. И теперь этот полвектор будет постоянно привязан к колене. Он будет постоянно за ней летать. Точно так же с локтями. Могут быть какие-то глюки, но в дальнейшем при чистке мы эти глюки можем поправить. Parent. Все, все констрейны назначены. Давайте отобразим нашего персонажа. Вот. И посмотрим, что теперь будет. Давайте сохранимся. Видите, он немножко летит. Объясню почему. Потому что у нас вот здесь в промежутке нет ничего. То есть сейчас, по сути, это срабатывает, что я вам рассказывал, Euler фильтр. Когда мы применяем, он чинит такие вещи. То есть это срабатывают так анимационно кривые. То есть не пугайтесь. Вся анимация начнется вот с этого момента. И вот у нас есть некая проблема, что он у нас идет вверх. А это из-за того, что у нас вот есть группа, да, которую мы с вами вот здесь поворачивали. Соответственно, мы то в самом нашем нулевом кадре, мы то поставили эту группу как нам удобно, да, то есть мы развернули здесь под углом 90, 180, но дальше то персонаж, как бы, у него там свои ключи, и это все начинает друг на друга накладываться, поэтому происходит вот такая ошибка. Давайте просто вот здесь уберем, обнулим. И теперь
Теперь персонаж будет идти так, как изначально задумано. Можете видеть, что... Сейчас давайте, чтобы лучше было видно, я отключу все и включу только полигоны. Даже Warframe Shade подключу. То есть это у нас анимация того, как персонаж несет оружие. Кстати, также здесь... Здесь еще значение по Z не было обнулено, но при этом персонаж очень далеко улетает. Давайте не будем это обнулять, пусть уже так будет. Давайте просто удалим наш plane. Почему он у нас опустился ниже? Потому что мы, ну, мы опускали, вернее, мы поднимали пивот на уровне таза. То есть мы же скейлили изначально, когда пивот стоял в ногах. А сейчас, видите, он у нас для вращения мы его подняли на уровень таза. Поэтому у нас и так и получилось, что персонаж ходит поясом ниже и ногами ниже уровня. Ну, давайте вот так вот для наглядности его поднимем. То есть это он несет у нас оружие. Сейчас еще раз. Почему вот происходит такие глюки с коленями? А все это из-за того, что вот наши вот эти полвектора, они прям жестко привязаны, сейчас я отображу кости, вот они прям жестко привязаны к этим костям. И когда у нас нога летит вперед, вот давайте найдем этот момент глюка, сейчас я прокручу. Вот где-то здесь был этот скачок, вот, на вот этой ноге. Ну вот, так будет лучше видно. То есть, когда вот происходит вот такое максимальное выгибание нашей колены, да, у сорт-скелета, у нас вот этот контроллер полвектора, он своим пивотом заходит как бы за коленку, назад, в обратную сторону. И, соответственно, выворачивает колену. В будущем мы, в следующем видео, когда будем приступать к чистке, мы просто с помощью анимационных слоев подвинем вот эти контроллеры вперед. Ну и немножко их сделаем пошире. И вот проблема эта исчезнет. То есть вот так наш персонаж ходит. Значит, вашим домашним заданием будет все это дело повторить. И дальше мы приступим к чистке. Тут есть что чистить. Вот, например, руки дрыгаются. Все, удачи.